В этом видео вы услышите окончательный и бескомпромиссный ответ на вопрос, что такое счастье, почему оно не подконтрольно, не вечно, а главное, в чем его обман. Погоня за счастьем – одно из самых трудных и болезненных соревнований, где главный приз – лишь новое соревнование. Но если понять истинную природу счастья, несчастье становится менее болезненным. Вначале разберемся с младшим братом счастья – радостью. Подписывайтесь на канал, здесь мы делимся техниками самопомощи и разбираем различные феномены психики человека. Чтобы по-настоящему понять, что такое счастье, нужно учесть одну ключевую деталь. Мозг – это машина предсказаний будущего, позволяющая человеку выживать. Если теория вам знакома по предыдущим выпускам, пропустите этот сегмент. Тайм-коды указаны в описании и на таймлайне. Выживание любого существа подчинено простому принципу. Чтобы выжить, нужно предвидеть опасные события и действовать до того, как они произойдут, а не после. Поэтому мозг, а точнее нейросеть, каждую секунду строит прогнозы. Догадки о будущем на основе собственного опыта. Эти прогнозы неосознанны, то есть остаются незамеченными. Но для того, чтобы донести до человека их наличие и побудить его к действиям, существуют чувства и эмоции. Разберем, как работает страх. Представьте, вас летит камень. Мозг тут же создает прогнозный образ столкновения и травма. И чтобы его избежать, в место, где этот прогноз ожидается, помещается раздражитель – страх. Страх как бы оборачивает потенциально опасное место, а главное толкает человека прочь. Когда камень окажется рядом, человека там уже не будет. Радость – это антипод страха. Эмоция радости сигнализирует о существовании позитивного прогноза, приятного, ценного события. Например, радость при виде красиво упакованного свертка означает, что мозг создал прогнозный образ – обладание подарком. И чтобы побудить человека этот образ воплотить, сделать реальностью, место, где это событие ожидается, окрашивается радостью. Радость мотивирует человека приблизиться, воплотить прогноз. И человек начинает действовать, открывать упаковку. Стратегии приближения и отдаления, предлагаемые радостью и страхом, далеко не всегда эффективны. Поэтому у человека есть гораздо более мощный инструмент по избеганию или воплощению прогнозов – физические действия, за которыми стоит эмоция гнева. Предположим, на пол со стола летит чашка. Неосознанный негативный прогноз «разбитая чашка» окрашивается эмоцией страха, которая побуждает отдалиться. Однако в данной ситуации эта стратегия несостоятельна. Чтобы избежать негативного прогноза «разбитая чашка», необходимо вовремя ее схватить. То есть воплотить цель – чашка в руке, которая не имеет исходного негативного прогноза. И начинается действие, мотивированное гневом. Рука выбрасывается вперед. Алгоритм выживания выражается формулой наблюдение-прогноз, мотиватор-реакция. Он развивает классическую модель стимул-реакция, при этом утверждается, что неосознанные прогнозы становятся для человека основными стимулами. Сначала мозг регистрирует информацию. Потом начинает строить прогнозы, что будет дальше. Эти прогнозы остаются неосознанными. Затем пространство, где прогнозное событие ожидается, получает обертку в виде радости и страха. Радость тянет нас к событию, страх заставляет держаться подальше. Далее включается мотивация гнева и начинаются физические действия, жесты и речь. Человек начинает менять будущее в свою пользу, избегать опасностей и приближать желаемое, и делает это автоматически. Эмоции страха и радости являются по сути оболочкой, оберткой прогнозного образа. Они располагаются там, где прогноз ожидается. Таким путем нейросеть помогает человеку не знать, а чувствовать, что и где его ожидает, еще до того, как вероятное будущее станет настоящим. А главное, дает возможность избегать событий нежелательных и воплощать желаемые. Если хотите узнать больше о теории, переходите по ссылке в описании. В свете представленной теории рассмотрим идею счастья сначала упрощенно, а затем на более глубоком уровне. Итак, радость и позитивный прогноз – это по сути эквиваленты. Мотиватор радости является своего рода оберткой позитивного прогнозного образа. Счастье – это сильная радость. Следовательно, быть счастливым значит иметь позитивные прогнозы на будущее. Нехватка счастья – это нехватка устойчивых положительных прогнозов.
Кажется, счастье появляется в результате какого-то события, как его элемент или последствие. Мы говорим «я счастлив, потому что добился успеха». «Мне повезло, случилось нечто потрясающее». Но с точки зрения прогнозной модели все работает иначе. Правильнее будет сказать «я добился успеха», «мне повезло, что-то случилось, и теперь я ожидаю нечто потрясающее». Такой подход позволяет понять, почему счастье кажется редким и таким неподконтрольным, и почему нельзя просто взять и решить быть счастливым. Работа нейросети зависит не от желаний и убеждений человека, а только от воспринимаемой информации. Чтобы человек ощутил счастье, нейросеть должна независимо сформировать позитивный прогноз, но условия не всегда этому способствуют. В том же ключе счастье не может быть вечным и по прошествии времени улетучивается, так как нейросеть перестает прогнозировать нечто хорошее или же позитивные прогнозы просто воплощаются в реальности. Замечено, что у выигравших в лотерею счастье длится не более нескольких месяцев. Впоследствии удовлетворенность жизнью становится сравнима с удовлетворенностью среднего человека. В момент выигрыша нейросеть рисует привлекательные прогнозы, связанные с избавлением от проблем или изменившейся оценкой окружающих, и окрашивает их мотиваторами радости. Со временем прогнозы на жизнь возвращаются в обычное русло, так как мозг больше не предсказывает ярких и желанных событий, или желаемое просто воплощается в действительности. В итоге чувство счастья притупляется или исчезает, и приходится искать новые удовольствия. Чувствуется, что в приведенном определении счастья чего-то не хватает. Интуитивно счастье – это не просто позитивная эмоция, а эмоция сильная, насыщенная, часто внезапная. Сила эмоции напрямую зависит от срочности связанного с ней прогноза. Если страх силен, значит реагировать нужно быстро, потому что прогноз срочный. Отсюда следует сильная радость, подразумевает наличие срочного позитивного прогноза. Слабая радость – признак того, что ожидаемое событие еще далеко. Беда в том, что срочный позитивный прогноз не может появиться просто так. Ровная предсказуемая жизнь не дает повода для таких прогнозов, поэтому кажется, что счастье встречается так редко. Чувства и эмоции неподконтрольны. Нейросеть строит прогнозы только на основе того, что реально воспринимает человек, а не на основе его желаний. Поэтому чувствам часто приписывается неумение врать. А фраза «если хочешь быть счастливым, будь им» является иллюзией. Однако счастье можно срежиссировать, потому что срочные позитивные прогнозы появляются, когда человек избегает срочного негативного прогноза, некой опасности или угрозы. Примерами таких прогнозов могут быть угроза миновала триумф победителя, восхищение зрителей. Этот момент подробнее разобран в руководстве. Таким образом, стать счастливым можно, создавая себе искусственные угрозы и благополучно их избегая. Этот принцип толкает человека в экстремальные виды спорта, а также лежит в основе большинства игр. Счастье возникает, когда твоя команда вопреки всему побеждает, когда после длительного одиночества находится близкий человек, когда ты без страховки успешно проходишь по краю пропасти, и когда после бесконечной череды проигрышей, наконец, приходит удача. Переход от негативных прогнозов к позитивным и является главным поставщиком счастья. Мы живем ради позитивных эмоций. Верный способ их получить – это напугать себя без последствий. Интересно, что наиболее захватывающие игры включают в себя возможность неожиданного перелома событий в свою пользу. Именно это приводит к появлению сильных мотиваторов радости и делает игру настолько захватывающей. По той же причине человек для игр выбирает себе сильных или достойных соперников. Только они способны создать негативные прогнозы проигрыша, избегание которых приносит счастье. Поэтому хлеб не должен быть бесплатным, медаль должна быть заработана. Таков путь. Выводы из представленных идей неутешительны. Чувства и эмоции неподконтрольны. Мозг формирует прогнозы автономно, независимо от наших убеждений, желаний или веры. Счастье возможно на пути к цели или в момент ее достижения. Однако после воплощения задуманного позитивные прогнозы начинают медленно пересматриваться, а чувство счастья угасать. И на каком-то этапе приходит скука, а значит, пора ставить новую цель. Недаром мудрецы давно заметили, что счастье возможно только в пути. Это и есть главный обман счастья. Его невозможно удержать. Как только добиваешься желаемого, счастье исчезает, не может не исчезнуть.
В итоге человек всегда должен двигаться и искать новый источник позитивных прогнозов. Успешные люди, реализовав свои цели, часто сталкиваются с проблемой. Они не знают, чего хотеть дальше. Нейросеть перестает прогнозировать что-то кардинально новое. В итоге начинается поиск все более изысканных удовольствий, редких впечатлений, чтобы дать нейросети пищу для прогнозов. Интересно, что выходом из этого замкнутого круга часто становится филантропия. Механизм отождествления или эмпатии позволяет получить позитивный прогноз от лица другого человека и стать счастливым вместе с ним. Более подробно эта тема раскрыта в руководстве на сайте alifela.com. И последнее. Счастье несет в себе не только обман, но и иронию. Эмоция радости является великим уравнителем. Она одинаково маркирует любые позитивные прогнозы. Это значит, что счастье человеку может приносить буквально все. Олимпийская золотая медаль и покупка дорогой машины могут дать человеку одинаковый уровень счастья. Как следствие, можно посвящать свою жизнь вещам бессмысленным и пустым. Возможно, один из важных вопросов человека – это из какой сферы жизни он будет черпать позитивные прогнозы. Наука, спорт, помощь другим – выбирайте. Главная же ирония в том, что человек живет не ради собственности, власти или денег, а ради позитивных прогнозов, которые собственность, власть и деньги дают. То есть ради состояний, в которых ожидается что-то хорошее. Напишите в комментариях, какие феномены вы бы хотели рассмотреть через призму идеи о том, что мозг человека – это машина предсказаний будущего. Вас интересует, почему мы откладываем дела на потом, психологические причины коллекционирования вещей, впечатлений или людей, или почему человек, находясь во власти убеждений, легко игнорирует логику и здравый смысл. Ответы на эти и другие вопросы уже ждут вас в руководстве. Подписывайтесь на канал, благодарим за поддержку. Удачи вам и срочных позитивных прогнозов!